Добрый день, как ваши дела? My name is Natalie. The last few days have been hard for me, and I want to share with you my story on Natalie Practical Russian. I plan to tell you about what happened to my dog. And in this video you will learn the Russian verb писать with prefixes. Turn on Russian or English subtitles, okay? If this is your first time here, click on the link below to get my free material. This is my free book for you. The link is in the description section. And now a sad story about my dog. Let's get started. Добрый день, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам мою историю, что у меня случилось. Несколько дней я не делала видео, потому что я была занята. 6 дней назад я была дома, и я дописывала текст к видео. Я почти дописала текст к новому видео, я почти закончила. Но в тот момент моя мама вернулась домой. Моя мама гуляла с собакой утром, как обычно, и она вернулась домой с собакой на руках. Когда моя мама гуляла с собакой на улице, в один момент собака упала. И все. И мы не знали, почему, что случилось. Я была в шоке. И собака дома, собака лежала на полу, и она почти не дышала. Она не реагировала ни на что. И мы решили ехать к врачу. Моя мама знала клинику, хорошую клинику, и через 40-50 минут мы были в клинике. Это хорошая клиника, но она находится далеко от дома, поэтому мы были в клинике только через 50 минут. Когда мы были в клинике, женщина в регистратуре, мы сказали, что случилось. Женщина в регистратуре дала нам договор, да, договор на лечение собаки. И она вписала имя собаки и имя хозяйки в договор. В договоре уже была информация, и она вписала данные, да, в договор. Она добавила информацию к информации в договоре. И она дала этот договор нам, да, мне и моей маме. И моя мама, хозяйка собаки, моя мама подписала этот договор. В договоре внизу есть место для подписи. Моя мама согласна, что собака будет лечиться в этой клинике, поэтому моя мама подписала договор. Я не хотела подписывать договор, потому что это собака моей мамы, и я не люблю подписывать документы, мне не нравится моя подпись, если честно. Потом мы ждали врача, у врача был другой пациент, но врач знала, что наш случай тяжелый, поэтому через 15-20 минут мы уже были в кабинете у врача. И когда мы были в кабинете у врача, я начала описывать ситуацию. Я решила, если врач знает все детали, ей будет легче понять, что с собакой. И я начала описывать все детали, что случилось. Я начала описывать, как собака вела себя последние 2-3 часа. Я начала описывать, как собака реагировала на все, потому что я уже сказала, 40 минут, меньше, я думаю, 20-30 минут собака лежала дома на полу и почти не дышала, не реагировала. Я думала, это важно знать врачу, поэтому я старалась описывать все детали и ничего не забыть. Врач спросила несколько вопросов,
И через 5-10 минут врач поставила диагноз. Она поняла, что с собакой, и она сказала, что у собаки химическое отравление. Собака отравилась химикатами. Где-то на улице собака получила отравление. Она отравилась. И врач сказала, что часто в таких случаях собаки умирают. Это очень тяжелый случай, это очень опасно. Потом врач сделала собаке укол, и также после была капельница. Собака была под капельницей 4 или 5 часов. Это были долгие процедуры. Мы были в клинике с собакой. Врач делала капельницы, да, и собака находилась под капельницей долгое время. После процедур врач выписала лекарства для собаки. Врач сказала, что нам надо купить, какие лекарства нам надо купить в аптеке. Обычно врачи выписывают лекарства, а пациенты покупают эти лекарства в аптеке сами. И врач говорила нам инструкции, что надо давать, сколько надо давать. Там был целый список лекарств, поэтому я все записывала. Сколько раз в день надо давать лекарства собаке. Да, утром, вечером. Я все записывала, потому что я боялась забыть. Я думала, это очень важно, поэтому я делала записи в телефоне. Да? Я записала всю важную информацию в телефоне. И еще врач выписала нам счет за лечение собаки. Она выписала нам счет за услуги. И я оплатила этот счет в кассе. Я оплатила картой, поэтому они списали деньги с моей карты на счет клиники. Да, деньги списались с моего счета на счет клиники. Но я думаю, они сделали очень хорошую работу. Врач была очень хорошая, и она профессионал. Я думаю, они спасли собаку. Они сделали это все очень быстро, четко. И еще врач прописала делать уколы собаке вечером. Обычно врачи, когда люди болеют, обычно врачи прописывают сон и покой. Если вы болеете и вы больше спите, сон помогает, да, выздоравливать. Когда вы болеете, лучше больше спать. И часто врачи прописывают сон и покой своим пациентам. Если вам нравятся мои видео, вы можете подписаться на мой канал, да, и тогда у вас будет подписка, и вы будете смотреть мои видео регулярно. Или если вам не нравится и вы подписаны на мой канал, вы можете отписаться от моего канала, и тогда вы не будете видеть мои видео. Но я надеюсь, вам интересно и вам нравится, что я рассказываю в моих видео. И еще все новые слова я напишу под видео, я оставлю под видео. Вы можете переписать эти слова себе в тетрадь, да? Переписать из описания под видео себе в тетрадь. Или вы можете скопировать эти фразы, эти новые слова себе на компьютер. Тоже вариант. Сейчас моя собака чувствует себя хорошо. Она дома, бегает, играет. И сейчас сидит со мной. Ну что? I want to repeat new words from my story and explain you the meaning of these words. Писать, написать. Дописывать, дописать. До, until, до,
момента, значит заканчивать писать. Например, я дописываю книгу. Сейчас я дописываю книгу. Или я почти дописала книгу. Значит, я почти закончила писать мою книгу. Я почти дописала. Вписывать, вписать. В значит in. Значит добавить информацию. Значит добавить информацию к информации. Например, у меня есть договор. Там есть информация, в договоре есть информация, и я добавляю информацию. Мое имя, я вписываю мои данные, я вписываю мое имя в договор. Выписывать, выписать. Вы значит out. Например, я смотрю видео, мне нравится это видео, интересное видео, и я выписываю информацию. Я выписываю интересные фразы из чего-то, из видео, или я выписываю фразы из текста. Я читаю текст и выписываю. Подписывать, подписать. Под, under. У вас есть договор, и under внизу есть место для подписи. И вы подписываете договор. Вы ставите вашу подпись. Под, подписывать договор. Также подписываться, подписаться. Если вы хотите получать что-то регулярно, подписаться на канал, например, значит, вы хотите смотреть этот материал или эти видео, или читать статьи регулярно, читать газеты, вы подписываетесь. Вам нужна подписка на эту информацию. И также отписываться, отписаться. Если вы подписались, но вы больше не хотите получать эту информацию, вы отписываетесь. От значит from. Вам больше не надо отписываться. Описывать, описать. About значит рассказывать что-то красиво, рассказывать что-то детально, описывать, значит, или писать что-то и говорить, рассказывать детали, мелочи, все мелочи. Прописывать, прописать. Про значит как through. Прописывать значит писать что-то старательно, писать что-то красиво, прописывать. Также мы говорим прописаться в квартире. Да, это получить регистрацию. Например, моя прописка у мамы в квартире. У меня есть прописка. В России есть регистрация, временная регистрация. У меня прописка, постоянная прописка. Значит, я прописана в квартире у мамы. Списывать, списать. Значит, значит, как копировать информацию. Вы читаете текст и списываете этот текст в вашу тетрадь. Да? Вы копируете этот текст. Списывать дословно. Писать каждое слово с другого материала, с другой книги или с видео. Переписывать, переписать. Значит делать снова. Например, я написала книгу, но сейчас я переписываю эту книгу. Значит, я делаю это снова. Писать, переписать. Все. Today I have only a few questions. Номер 1. Вы часто подписываете документы? Вы часто подписываете документы? У вас красивая подпись? У вас красивая подпись? Вопрос номер 2. Когда вы изучаете русский язык, вы записываете новые слова в тетрадь? Когда вы изучаете
русский язык. Вы записываете новые слова в тетрадь. Вопрос номер 3. Когда вы смотрите видео на русском или читаете текст на русском, вы выписываете новые слова в тетрадь. Вы выписываете новые слова в тетрадь, когда вы смотрите видео на русском или читаете текст на русском. Вопрос номер 4. Когда вы рассказываете историю, вы описываете ее детально или говорите только факты? Когда вы рассказываете историю, вы описываете эту историю или говорите только короткие факты, действия? Вопрос номер 5. Вы часто пишете рукой или вы больше печатаете на компьютере? Вы часто пишете рукой или вы больше печатаете на компьютере? Very good. I hope this story was helpful to you. Write down new words from this story to practice your new vocabulary and find the link with my free material and download it. The link is in the description section and that's completely for free. I wish you a good day. Увидимся в следующем видео. Удачи, пока-пока.